Приветствую вас, мальчики-девочки! Чемпионат мира уже не за горами, и, соответственно, аналогичная кампания в eFootball также должна начаться уже совсем скоро. А если быть точным, то уже начиная с завтрашнего дня, чему и был посвящен последний eFootball Connect, в котором Konami рассказали о подробностях этой кампании и что нам стоит от нее ожидать. И на первый взгляд ожидать от нее можно многого. Биг-таймовский Роналду в премиум паке со сборной Португалии за 1800 золотых монет, Шоу-тайм Ямаль за вход в игру, эпический Стивен Джерард за товарищеские матчи, приглашай друзей и зарабатывай халявные монеты и многое другое. Поэтому давайте не будем долго тянуть с предисловием и обсудим все то, что Konami нам показали в последнем коннекте. Мы не будем отступать от привычной формулы, когда речь идет о контенте, и будем идти строго по списку, который Konami сами и обозначили в рамках коннекта. И первое, с чего стоило бы начать, именно с самой кампании. Кампании в честь чемпионата мира. Как вы уже могли догадаться, Konami не обзавелись лицензией на реальный мундиаль, поэтому все, что мы будем видеть, это фейковый чемпионат мира. С другой стороны, не то чтобы мы прям много потеряли от этого, но факт остается фактом. Кампания, которая имеет название «Футбольный фестиваль», праздник футбола, начнется у нас 4 июня и, судя по всему, закончится 25 числа. В рамках этой кампании мы можем обзавестись шоу-таймовскими карточками наших любимых амбассадоров Лионеля Месси и Ламина Ямаля. И если тот же самый Ямаль смотрится даже посильнее той карточки, которая представлена за 1800 монет, то вот Месси как будто бы недалеко ушел от своей стандартной шоу-таймовской карточки, которую раздают за вход в игру новым аккаунтом, или которую нам раздают в каждой новой части, в 25-й, в 26-й. Все такой же 36-летний, 37-летний Лионель Месси с невысокой скоростью, с высокой техничностью, но с небольшой выносливостью, ну как будто бы мусор. Когда как к Ямалю можно присмотреться. Помимо них, за вход в игру также будут раздавать крутки на хайлайтовские паки с игроками сборной Аргентины и Испании. Но, как и всегда, привычные рейтинги 93-94, конечно же, радуют глаз. Ну и монеты, конечно же, монеты. За прохождение специальных целей, в целом за прохождение матчей, как и всегда, будем зарабатывать монетки. В рамках кампании Konami предлагают вот небольшую активность в виде привычных карточек Panini, только на манер не игроков сборных, а именно флагов национальных сборных. Играем матчи с участием тех или иных игроков национальных сборных и получаем за это соответствующие флаги в нашу общую копилку с этими флагами. Как и всегда, понятнее станет только после того, как мы сможем пощупать это лично. Но, что интересно, тут даже успел засветиться флаг нашей Российской Федерации. Правда, если концепция такая, как я и описал, за кого в таком случае предлагают нам играть Konami? За ГПшные карточки наших игроков, у которых нет даже появления в команде недели? Звучит крайне интересно. А вот что действительно привлекает внимание, так это новые карточки на манер команда недели, только это игроки целого дня. То есть не команда недели, а игрок дня, который будет охватывать конкретные матчи и конкретные выступления игроков. По сути, концепция такая же, как и у команды недели, просто чуть-чуть иной временной промежуток. То есть придется ждать не целую неделю, а всего лишь пару-тройку дней. Konami упоминает, что этих игроков можно получить за прохождение конкретных ежедневных заданий. То есть это не просто отдельно взятый пак, как опять же в случае с игроками недели, а вот именно что прохождение конкретных целей, конкретных испытаний, то есть стимулирование к игре ради вот подобных новых карточек, что на самом деле звучит очень даже интересно, и хотелось бы верить, что с рейтингами, с общими цифрами в этом плане Konami тоже не подведут, ведь если цифры у подобных игроков, у подобных карточек будут такими же, как и у команды недели, то спрашивается, а какой тогда вообще смысл от всего этого? А вот как раз таки и то, о чем я упоминал в начале этого ролика, возможность заработать монеты путем приглашения ваших друзей в eFootball. Правда, на фоне всевозможных блокировок и того, что у нас отключат игру с 15 числа, эта кампания выглядит как-то слегка издевательски, но, понятное дело, мир не только на нас вертится. В чем же заключается суть?
Если мы приглашаем друга в eFootball, он это приглашение принимает и выполняет определенные условия, которые ставит перед ним игра, то можно получить около 200 золотых монет за каждого подобного приглашенного друга. И, соответственно, чем больше друзей выполнят условия, тем больше будет награда того, кто этих друзей пригласил. До 1000 золотых монет. Тогда как сами приглашенные друзья не просто так присоединяются к вам в eFootball, но и параллельно также зарабатывают монеты, выполняя определенные требования, которые перед ними будет ставить игра. Вот такая вот околореферальная система, которая добралась и до eFootball. Поэтому потихоньку готовьте друзей к тому, что скоро начнете заебывать их постоянными приглашениями и ссылками в eFootball, которая не сегодня-завтра и вовсе перестанет у нас работать. Также можно получить эпического Стивена Джеррарда на халяву. К сожалению, его основной навык нам не раскрывают, но за прохождение 5 товарищеских матчей мы сможем получить этого Стивена Джеррарда. Я так понимаю, что подразумевается создание конкретно взятых лобби, чтобы сыграть с определенными пользователями, и 5 подобных вот товарищеских матчей позволят нам забрать эпическую карточку Стивена Джеррарда. Самое интересное, как мне кажется, это, конечно же, паки, которые мы получим начиная с завтрашнего дня. По аналогии с тем, что было в 2022 году, в 2024 году, мы, конечно же, увидим паки с игроками национальных команд, как обычные, так и премиальные. В этом году премиальные наборы получили сборная Португалии и сборная Англии. И благодаря этому мы снова увидим эпическую или бигтаймовскую карточку Криштиану Роналду. Почему я говорю с неопределенностью? Потому что нет точного указания, какая это будет карта. Либо Epic, либо Big Time. Потому что по своим дизайнам эти карты никак не отличаются от всех остальных карточек. Точно так же, как и сами игроки, они не отсылаются к какому-то конкретному времени, какому-то конкретному турниру, а так же, как и вся остальная команда, именно что карты представлены нынешнего времени. То есть это не как было в 24 и в 22 части, когда вместе с игроками нынешнего времени, составами национальных сборных, были представлены биг-таймы разных временных промежутков. Неймар и Месси 2014 года, Месси 2021 года и Гризманн 2018 года. Криштиану именно что будет 41-летним нападающим, с навыком нацеленность на ворота. Поэтому, может быть, цифры ему нарисуют более-менее играбельные, но моделька все еще будет такой же специфичной, так еще и с говяным навыком, если честно. Тогда как Харри Кейн от сборной Англии тоже, скорее всего, получит добротные цифры, но его моделька именно в eFootball, ну, как будто бы посредственная. Вот давайте на чистоту, вот, отпишите в комментариях, как давно вы видели Харри Кейна в составах у соперника? Паки со сборной Португалии и Англии мы сможем наблюдать в игре уже начиная с завтрашнего дня, с 4 июня и по 30 июля, то есть на протяжении почти целых 2 месяцев. За это время, если вы фри-то-плейщик и вы не накопили достаточное количество золотых монет, у вас будет возможность ими обзавестись. Ну и еще один примечательный момент этих 2 наборов, в них мы впервые наблюдаем тренеров, у которых стиль игры доходит до 90 пунктов, то есть Мартинес и Томас Тухель становятся первыми тренерами со стилем игры под 90, тогда как до недавнего времени максимум был 89. Все же остальные паки будут представлены чуть-чуть позже. В частности, паки со сборной Японии и Бразилии нам представят 8 числа. Это будут именно паки селекции, по аналогии с теми, что у нас уже доступны в игре. С египтянами, с сенегальцами, где мы покупаем не весь пак за определенную сумму, а выкручиваем по одному футболисту и получаем их рандомно. И другие паки, вот по аналогии с премиальными, только не премиальные, которые за 1500, скорее всего, будут золотых монет. Это пак со сборной Турции, Франции, Германии и Голландии. Их мы увидим 11 числа. Эти паки не такие, как пак со сборной Японии и Бразилии. Это вот именно пак, в котором мы приобретаем всех. Конечно же, с завтрашнего дня появится новый эпический пак, который, как-то ни странно, будет отсылаться к игрокам национальных сборных. И в этом самом наборе будет фигурировать игрок, о котором мы рассуждали буквально в предыдущем ролике. Это Филиппо Инзаги, который возвращается к нам с перевязкой к Милану, но будучи игроком сборной Италии. Примечателен этот набор тем, что у Йохана Кройфа рейтинг 103 без второго буста и без учета сыгранности с тренером. Ну и самое главное, это
новый навык, который, по заявлениям разработчиков, увеличивает скорость атакующих игроков, если мяч находится на половине соперника и вот-вот готовится сделать передачу на этого атакующего игрока. Ну, то есть, по сути, противодействующий навык тому, что был добавлен для Канавара и Мальдини, у которых также увеличивалась скорость при попытке сделать передачу им за спину. То есть, создали проблему, эту проблему попытались решить, и наоборот. То есть, один навык, по сути, повторяет другой, только для другой категории игроков. Ну, в общем, как и всегда. К слову говоря, с завтрашнего дня после завершения техобслуживания вы можете ввести данный код, и вам подарят одну подарочную крутку на этот эпический пак. Ну, щедрость Konami, как и всегда, не знает границ. Перед началом коннекта Konami анонсировали, что они объявят новую легенду, и, конечно же, было множество догадок, кто же это может быть. Анри, Зидан, Роналдо, а может быть хотя бы Диего Коста или Дзамброта, которых мы уже видели в файлах игры. Нет, все оказалось намного прозаичнее и намного проще. И в качестве новой легенды в eFootball был объявлен Хонда, экс-игрок московского ЦСКА и Милана. Оставшаяся часть eFootball Connect посвящена не особо интересующим нас моментам, которые не столько относятся к завтрашнему обновлению, поэтому и упоминать о них как будто бы нет смысла, если честно. Поэтому в конце хотелось бы выразить свое негодование и, наверное, сожаление паками, которые нам представили в этом году, потому что, как мне кажется, на мой субъективный взгляд, что премиальные паки, что все остальные паки национальных сборных, как будто бы в сравнении с прошлогодними паками выглядят не так интересно. Потому что в тех же самых премиальных паках нам, например, не выкатили каких-то отличительных бигтаймов ни по дизайну, ни по сути карточек. Ведь раньше суть была в том, что нам выкатывали пак с актуальной сборной, и одна премиальная карточка отличалась временным промежутком. В этом как бы и был весь сок, и был весь смысл. Тогда как в этот раз мы получаем такую же карточку нынешнего времени, просто с цифрами чуть-чуть побольше. И получается, что вместо какого-нибудь, относительно бегающего Роналду, мы получаем все того же дедушку с возрастом 41 год. Спасибо. Тогда как сборная Франции и вовсе не получила тренера, но хотя бы за Киляна Мбаппе с рейтингом 103 спасибо. В общем, паки национальных сборных меня как-то, если честно, расстроили. Тогда как тот же самый шоутаймовский Ямаль на халяву, да, прикольно, но навык ему дали какой-то, вообще ни о чем. Навык, связанный с пасами для флангового нападающего, особенно для модельки Ямаля, который техничный и маневренный, вместо какого-нибудь динамичного дриблинга, взрывного ускорения, тоже как будто бы мимо. А про Месси вообще нет смысла говорить, потому что эта карточка, скорее всего, никак не будет отличаться от той, что нам раздавали ту же самую шоутаймовскую версию, только в начале 26-й части. Во всяком случае, будем посмотреть. Завтра половину из ранее упомянутого контента мы уже увидим в игре, поэтому приглашаю вас завтра всех на прямую трансляцию, которая состоится буквально с утра. И также буду ждать вас в отдельно взятом ролике, который также выйдет завтра, но уже ближе к вечеру.